Добрый день, и сегодня наша тема – упражнения из разряда БДСМ. А с вами Чалышев Сергей и магазин magic-one.me. Почему я назвал тему упражнения из разряда БДСМ? Потому что все они связаны с моим прошлым в БДСМ. Я провел в БДСМ 7 лет, практически все, что там есть, я перепробовал. Озвучивать, что я перепробовал, я не буду, у вас у некоторых что-нибудь случится с желудком. Итак, сегодня я дам 5 упражнений, я их уже давал в Инстаграме, там народ никто делать ничего не стал. Но какое-то время назад я снимал видео про прикосновения. И там я рассказывал про 4 вида прикосновений, как их использовать, в каком порядке, зачем они вообще нахрен нужны и почему вы все это должны делать. По тем упражнениям я слышал достаточно много хороших отзывов. Правда, в основном те люди, которые меня лично знают. Но я придумал 5 упражнений, которые позволяют вам без теории достигнуть, в принципе, примерно того же результата. То есть увеличить собственную тактильность, улучшить в разы свои прикосновения, вообще понять, что такое прикосновения, правильные в нужном русле. Также эти упражнения позволяют вам немного заглянуть в мир БДСМ, но так, чтобы без какой-то такой пиковой боли. Важно понимать, что ваши прикосновения, они от малого до большого, то есть от приятно или неощутимо до момента «ой, пиздец, как больно», в общем-то ничем не отличаются. Это всего лишь сигнал, который ваши нейроны подают в мозг на тему, я испытываю такой-то уровень прикосновения. Дальше мозг оценивает, это приятно, это неощутимо или это очень больно и вообще опасно для него. Все они поступают в наш мозг с задержкой, там примерно 0 с чем-то там секунды, что достаточно ощутимо. Если вы думаете, что секунда это очень много, то на самом деле нет. Если вы будете проносить руку над огнем, вы это поймете. А огонь у нас тоже сегодня будет. Итак, у нас сегодня будут упражнения из разряда тепловая стимуляция, стимуляция острыми вещами. Я расскажу, но не покажу, все равно на видео это не видно, стимуляцию холодными вещами, кинетическую стимуляцию, по сути шлепание и прочее, как это работает и как это поставить себе во благо. И повторюсь, еще я показывал уже тему про слепые прикосновения, вот немножечко ее доработанную, я вам тоже про это расскажу. Каждая тема служит либо для стимуляции собственных ощущений, либо для того, чтобы понять, как стимулировать другого человека. Либо ее, в принципе, можно сразу использовать в качестве некой игры внутри пары. А также основная суть, я покажу вам ту разницу, постараюсь донести до вас, где находится та грань, за которой реально больно, и до которой эти прикосновения, пускай это даже огонь, они реально приятные. И можно ощутить вот ту самую приятность. И давайте начнем с игр с огнем, потому что это самая простая, но немножечко технически сложная часть. Зато дает массу новых ощущений. И в принципе, в теории, если вы будете много с этим играть, вы сможете это использовать даже для стимуляции внутри пары. Для этого вам понадобится свечка. Вы ее зажигаете. Она немножечко разгорится. И наша задача следующая. Нам нет задачи сувать палец в огонь и ждать, пока он станет пиздец больно, потом вы не будете отнимать палец. Это неверное решение. Для того, чтобы понять, что надо делать, берете вначале один палец и проносите его с какой-то скоростью над огнем. Смотрите на скорость. Да, у меня свечка с угольным содержимым, поэтому у меня на пальце остается копоть, у вас такой не будет. Возьмите обычную нормальную свечку, любую, парафиновую только. Вы пронесли с какой-то скоростью и ничего не почувствовали. Значит, вам надо замедлить скорость, с которой вы будете проносить. Вот сейчас я пронес уже на правильной, прям совсем нужной скорости. Ваша задача не успеть, грубо говоря, обжечься. Более того, вы не почувствуете в момент, когда вы будете проносить. Вы не почувствуете боли, вы почувствуете ее с задержкой, как раз про которую я говорил. Поэтому я и сказал, что сувать палец в огонь не надо, вы обожжетесь раньше, чем почувствуете. И потом будет уже поздно. Ваша задача не допустить ожога. Смотрите, чего нужно добиться, чтобы вы пронесли, и у вас вот на этом, я называю это послевкусие, на послевкусии вы поняли, что, вот это было совсем на грани и реально непонятно, хорошо это, прикольно это или больно, в общем, явного ожога нет, трогаете себя, никакого ожога нет, вот это самое-самое лучшее. Поэтому не доделать упражнение лучше, чем вы его переборщите и оставите себе, пускай даже небольшой, но ожог. После того, как вы поймали примерную скорость с пальцем, это делается не за 1-2 раза, вы поймаете свою скорость к 10. Единственное, на одну и ту же зону больше, чем 5-6 раз не надо проносить, потому что все-таки микроожоги там остаются. Они совершенно безболезненны, через час вам про них даже не вспомните. После этого вы начинаете то же самое делать с рукой. И нет, мы не занимаемся магией, мы не вызываем духов. И никакая эзотерика здесь ни при чем. Когда вы достаточно разогреете свою руку, на таком же формате, что вы проносите, и ощущаете, что была сверхстимуляция, давайте так назовем, сверхстимуляция. Ваш мозг воспринимает, что да, есть стимул, но вы еще понимаете, что он совершенно безвредный. Но он уже сильный, и вы уже ощущаете это. После того, как вы несколько раз так попроносили, вообще все упражнения, не по 5 минут, несколько раз так руку попроносили, свечка дальше больше не нужна. Берете любую поверхность, берете 2 ваши руки и начинаете
по двум поверхностям. Ну, рука к руке плохо, вы не почувствуете. То есть вам, вот у меня, например, есть. Вы начинаете трогать эту поверхность. И вы поразитесь, насколько больше ощущений вы ощущаете. То есть, насколько ваше прикосновение самой вашей рукой лучше воспринимаются. Насколько это шире спектр ощущений, которые вы получаете. Почему так происходит? Наши нейроны, они усилия к мозгу посылают за счет химии. Им требуется некое время, чтобы выйти на пик. Я про это как раз рассказывал в серии про прикосновение. Им нужно время выйти на пик, и тогда ваша тактильность увеличивается. Самое простое, это как раз задействовать ваши нейроны, которые на руке, на максимум, на пик, вот до болевого ощущения, прямо перед ним. Но, говорю, на самом деле вы можете понять, что эти вот такие вот небольшие недоожоги огнем, они еще и приятны. И ваша рука на достаточно длительное время станет сверхчувствительная. И в этот момент, когда вы начнете трогать другого человека, надеюсь, девочку, девочки, надеюсь, мальчика, но не обязательно, вы поймете, насколько для вас, для самих ощущения идут в новье. Да, опять же, за счет небольших микроожогов, с этим не надо играться чаще, чем 2 раза в неделю, за счет небольших микроожогов у вас также увеличивается ощущение, которое вы получаете от руки. Они там совсем не опасны для здоровья. И за счет того, что вы будете получать больше ощущений, вам будет прикольней трогать другого человека. И фактически ваши прикосновения сразу, сами по себе, изменятся в сторону того, что другому человеку это станет приятно, потому что вы не сможете просто монотонно гладить там с одной скоростью на одном месте, вам будет неприкольно, вы сами раскроете для себя, что, там можно так потрогать, можно сяк потрогать, и вы будете больше плоскость захватывать и сами пытаться ощутить новые ощущения, ощутить новые ощущения своей тактильности. И ваше прикосновение просто изменится просто уже из-за этого. Так, следующее наше упражнение, оно как раз связано с острыми предметами. Добиваемся мы этого точно того же самого в принципе. Так можно разрабатывать любую часть тела, да, с огнем тоже, но я вам весь волосатый, я просто сожгу себе все. Так можно разрабатывать будет с острыми предметами. Я покажу 2 самых таких подходящих, которые могут себе найти. У иглы и у медицинской есть свои проблемы, я про это тоже расскажу. А это называется разметочный карандаш, есть в любом хозяйственном магазине. В общем, его там можно купить. Может, чуть по-другому называется, но если вы спросите разметочный железный карандаш, там вас поймут. Итак, точно так же берете свою ладонь и начинаете ее с какой-то точки, с какой-то силой пытаться процарапать. Не так, чтобы процарапать, а просто проводите. Тем самым вы точно так же стимулируете свои нервные окончания. Причем я скажу так. У термовосприятия есть небольшой, нюанс, косяк. У нас есть нейроны, которые воспринимают тактильность, прикосновение. И есть нейроны, которые воспринимают, рецепторные зоны, которые воспринимают только нагрев, то есть тепло-холодно. И в этот момент вы больше направляете усилия этой свечки на тепло-холодно. А те нейроны, которые на прикосновение рассчитаны, они не настолько стимулируются. Однако, если вы знаете, что у человека, когда плохая чувствительность, он там периодически, и у него в задачах есть потыкивать себя какой-нибудь иголкой, так, чтобы не делать проколов, но немножечко, чтобы почувствовать. Это то же самое. Если в БДСМе с огнем игры, это людей поджигают, опять же, наливают на них воск, свечки и так далее. Это тоже действует. Я просто снизил это до бытового использования. То с проколами в БДСМе тоже много, только там в БДСМе не просто делают прикосновения этими острыми предметами, а там человека протыкают, там человеку загоняют под кожу иголки, там режут ножом или просто царапают, опять же, каким-нибудь более тупым предметом. Это оттуда же. Но нас пока интересуют ладони, про не ладони чуть позже расскажу. Точно так же вы, соответственно, процарапываете себе ладонь. Также где-то минут 3 с этим всем играетесь. В принципе, вы через какое-то время, через несколько раз упражнений, вы почувствуете, насколько сильно у вас уже в процессе, сами сможете контролировать время, насколько сильно у вас в процессе изменяется восприятие нервной этой зоны самой. И точно так же потом вы берете 2 руки, трогаете поверхность и волшебным образом обнаруживаете, что эта рука чувствует больше, чем эта. Причем, да, заметьте, это у меня опаливалось огнем, то есть она сейчас тоже более чувствительная. Но это стало еще более чувствительной, поэтому, заметьте, я даже не 3 минуты, я минуту, наверное, все это делал. Также можно играть с любой зоной, соответственно, с эрогенной и нейрогенной. Но есть такой косяк, я вам его покажу. Это, например, я не вижу, видно отсюда, не видно. Это причем уже достаточно, скажем так, застывшие результаты от иглы. Чем плоха медицинская игла? Она режет, она слишком острая. Ей гораздо легче получить удовольствие. Причем, на ладони вы не сможете прорезать кожу. Там очень толстая кожа. Она, в принципе, сложно ее порезать, сложно проткнуть. Там проблем не будет. Но если этой штукой
вы легко можете то же самое проделать на любом участке кожи и повысить ее чувствительность, то с иглой будет косяк. Вот я сейчас сделаю, и в конце там, 5-го упражнения вы увидите. Вот я точно так же провожу, в принципе, с той же самой силой. Да, ей удобнее, ей приятнее, ей легче, но вот сейчас посильнее проведу. Будет самый длинный порез. В принципе, да, там в реальности будет порез. Заодно это упражнение для всех девчонок, которые любят царапаться ногтями, ну только не с иголками, а вот примерно с такими предметами. Вы сами ощутите, где находится грань приятного, где находится грань неприятного. В принципе, да. Ногти работают тогда, когда уровень возбуждения очень высокий, и ваши прикосновения могут быть не сильно восприняты той же спиной, потому что она уже привыкла к прикосновениям. А вот ногти, они могут сработать. Да, вот как вы видите, это очень быстро происходит с иглой. С иглой не играйтесь на коже, если вы не хотите вот таких результатов. Итак, это упражнение было тоже нацелено на увеличение тактильности. При этом в случае игры с другим партнером, подобные предметы или более тупые, там чем тупее, тем лучше, вы можете применять в качестве игры сексуальной. Только он должен понимать, что вы с ним делаете. Либо вы ему объясните всю идеологию, либо вы ему покажите видео. Потому что просто так с бухты-барахты человек может подумать, что что-то происходит не так, у меня тут женщина или мужчина сошли с ума. Самая оптимальная зона, где это используется, это, конечно же, спина. Многие люди не представляют, что именно в спине сосредоточено огромное количество нервных окончаний, и в том числе эрогенных зон. Поэтому спина для всех этих воздействий является самым-самым основным. Да, многие думают, половые губы, там, область вот эта вот интимная и так далее, возьму свечку, полью туда воском. Вот не надо, там все сверхчувствительно, и там ваша эта свечка с воском, она будет просто неадекватна и неактуальна, потому что будет перебор сразу же. Итак, третье наше упражнение. И вот это, кстати, тут нам уже сразу нужен другой партнер. Это сразу можно воспринимать как уже игру совместную. Здесь вы никому ничего не навредите. Соответственно, вы берете, закрываете себе глаза. Кто, не может держать глаза закрытыми сам по себе, сделайте себе какую-нибудь повязку. Вот, закрываете глаза и начинаете с закрытыми глазами. У меня про это был выпуск. Вы начинаете, только там был выпуск, оба должны завязать себе глаза. И в этом случае это тоже работает. Вот когда у нас закрыты глаза, и мы не получаем от них информации, мы начинаем получать больше информации от наших рук, от тактильности. Можете себе еще уши заткнуть и нос заткнуть, чтобы запахов не чувствовать. Мозг человека ограничен. Мы воспринимаем только часть информации. И чем больше мы его ограничили, тем больше остается у него способностей для восприятия, оставшихся ему возможностей для восприятия, тех же прикосновений, например. Потому что их мы заблокировать не можем. Итак, закрывайте себе глаза и начинаете делать партнеру или партнерше массаж. В этот момент вы еще должны, есть такая небольшая еще хитрость, вы должны не просто трогать, а пытаться построить его карту тела на основе тех данных, которые мы получаем от тактильности. Тут тоже небольшая хитрость, потому что наш мозг привык большую часть воспринимать от глаз. Мы вообще 70% информации воспринимаем через глаза. И это является проблематикой, потому что мы помним карту тела глазами, тем, что восприняли через глаза. Но она ошибочна процентов на 80%, потому что наши глаза так устроены, что они, если вы, конечно, не художник, что они игнорируют большую часть информации и примерно по шаблонам там выстраивают. Это делалось исследование на основе данных с лицами. Мы смотрели, как человек воспринимает лицо. И вот там другое лицо, но местами похоже, нужными местами. Человек воспринимал, за быстрый взгляд, он воспринимал человека как это вот тот человек. А на самом деле это была ошибка. Так вот, вы нахрен забываете про то, как выглядит тело вашего партнера или партнерши. И помимо, массажа, массаж вы никогда не пытаетесь промять. То есть нет, вы здесь делаете гладкий, вы гладите, вы делаете именно прикосновение. У вас задача тактильность ловить, а не промять мышцы, это другая история. У вас задача не устать. А если вы будете массировать силой, вы устанете. Так вот, когда вы будете карту тела выстроить за счет прикосновений, как слепые делают, у них нет другого варианта, вы обнаружите, что, во-первых, тело отличается от того, что вы себе представляли. У вас тут будет инсайт, вы получите кучу дофамина, и вы такие, как прикольно делать. И продолжите это все. Во-вторых, так как вы будете трогать уже с целью, а не просто там погладить, у вас и партнер, и партнерша, они поймут, что вы трогаете по-другому. И в этом случае вы всегда будете трогать сразу, как надо, как правильно. Конечно, посмотрите видео про прикосновение мое, про тактильность. Там из этого гораздо больше еще воспримете. Но упражнение тоже многое дает. Следующий шаг. Я опять возьму вот эту штуку. Вам понадобится любой металлический предмет. Чем больше, тем лучше. А лучше каменный предмет. Но желательно, чтобы у него была какая-нибудь ручка. Или, либо вам придется какой-нибудь тряпочкой брать, чтобы вы на себя холод не перетянули, не нагрели. При достаточно большом предмете это будет не быстро происходить. Собственно, каменный предмет, у меня есть такое дилдо каменное. Оно просто превосходно подходит. Единственное, надо любой тряпочкой его брать, чтобы на себя не перетягивать.
Если что, оно есть на сайте, не помню, как оно называется, оно в новинках точно есть. И вы этим холодным предметом начинаете проводить по коже своего партнера или партнерши. Можете и себе. В случае холода, оно, конечно же, скажем так, местами заблокирует ваше нервное окончание. И вот такого эффекта, как с огнем или с иголками, ну, желательно не иголками, я показал почему, такого же эффекта вы не достигнете, что они прям увеличат свою тактильность. Но это будет очень приятно, и в самом процессе вы поймете, что холодные предметы, они тоже могут доносить массу удовольствия. И тут есть всегда ошибка большая. Все, кто советует изначально игры с льдом и пламенем, как называется, они советуют именно лед. И вот это большая ошибка. Потому что лед тает. И вы получаете разводы ледяной и холодной воды у себя на теле, где попало. Вместо того, чтобы у вас было сфокусированное ощущение на каком-то участке кожи. Тем не менее, когда кожа уже согреется, ну, вы можете потом руками ее погреть, ее чувствительность вырастет. Потому что, опять же, нервные окончания, они вынуждены были работать на большем, как маятник раскачивать, вот, с большей амплитудой. Но только когда кожа остынет. То есть пока она холодная, она, конечно же, будет менее чувствительна. Но это так нормально устроено. И данную вещь можно сразу воспринимать как игру с партнером в постели. Как вы не сможете льдом, у вас в морозилке 20 градусов, вы такой температуре не сможете человека никак повредить. Да, чтобы охладить, нужна морозилка. Просто кладете предмет туда. Вот, холодильника недостаточно будет. И последнее упражнение для вашей тактильности, которые сделают ваши прикосновения незабываемыми, это понимание, как нужно шлепать другого человека. Большая часть, еще такой момент, во всех этих упражнениях, помимо того, чтобы увеличивать свою тактильность, еще идет борьба со страхами, которые вы получили из детства. Ну, огонь. Мы когда-то совали руку в огонь, получали ожог и понимали, что так делать не надо. А здесь мы рациональной частью мозга раздвигаем свои возможности, убирая, мы же понимаем, что уже взрослые, мы знаем физику, мы понимаем, что сколько-то времени нужно там подержать руку, чтобы она также ожог получить. И здесь мы раздвигаем свои возможности в голове, понимая, что до какой-то истории мы себя не травмируем ни разу и можем использовать это как стимуляцию. То же самое с холодом. Холод обычно на все тело так как воспринимается, либо у нас где-нибудь мы идем минус 30 у нас в России, у вас какая-то дырка, туда залезает ветер, вам неприятно и холодно. Вот. А здесь вы в комфорте, вы в тепле, и испытывается только на какой-то части тела. И вы опять же понимаете, а холод это не так страшно. То же самое с острыми предметами. Мы уже кололись в детстве, у нас в голове осталось, что острые предметы, уколол, плохо, больно и так далее. У меня, понятно, я в БДСМ занимался, у меня расширенная чувствительность. Мне было приятно, когда я себя иголкой резал, хотя вы видите результат. Поэтому, говорю, иголки плохая тема, но самая доступная, которая есть. Здесь тоже, здесь с острыми предметами работаем. Мы начинаем понимать, что, небольшое воздействие такое пиковое, оно тоже прикольное. С глазами я уже объяснил почему. Потому что мы воспринимаем всякую хрень от глаз, которая не 100% является точной информацией. И поэтому теряем те возможности, которые наше тело в принципе дает нам, чтобы ощутить тело другого человека. И последняя часть, соответственно, это кинестетика. Когда мы будем себя шлепать, по сути вы берете ладонь. Вначале вы ее гладенем разогреваете. Недолго. Не надо пытаться достичь красного цвета. То есть он должен быть, но проще его достичь уже небольшими шлепками. То есть, и начинаете себя пошлепывать. Точно так же вы доводите силу до такого состояния, чтобы у вас начались приятные ощущения, но еще не было больно. То есть не надо с дури себя фигачить. Да, боль от шлепка, она тоже с постэффектом, с послевкусием. Да, мне было сейчас больно. Вот, она тоже, я покажу, как не надо. Она тоже с постэффектом, с послевкусием. Вот. И саму боль вы почувствуете чуть позже. В этот момент вы как раз поймете, что шлепать себя вот так, как часто многие мужчины шлепают девчонок. То есть тупо пытаясь продолбить внутрь. Вот. Ее толкая и тем самым просто делая удар. Это неправильно. Вы сможете поймать, чтобы вы могли сделать скользящий удар, соответственно. Но это полбеды. Здесь вы просто сможете это наработать и понять, как это делать потом на женщине. Женщине тоже на мужчине, если мужчина приемлет. В какой-то момент ваша рука станет красной. И вы сможете как раз усилить немножечко, когда она станет красной, вы сможете усилить опять же силу до того, чтобы вот эта ожоговая такая яркая небольшая боль, она вам стала приятна и какое-то послевкусие это продержалось. На самом деле после этого вы берете ремень и проделываете то же самое, но только постарайтесь маленько, чтобы он достаточно жесткий девайс и вы можете быстро себе сделать больно.
и ловите момент как раз с этим послевкусием. В том числе вы понимаете, что если будете себя долбить с определенной частотой, вам будет все более и более больно становиться. А ваша задача ловить послевкусие, но не делать себе чрезмерно больно. Во-первых, вы поймете, что рука это говенный девайс. На самом деле ремень тоже говенный, плетки лучше. Рука говенный девайс, потому что он неудобный, он долбит, он жесткий на самом деле, наши кости и тому подобное. Здесь такого эффекта нет. И мы можем вот это послевкусие вполне себе ловить. Здесь, теперь, если мы потрогаем вот эту руку и потрогаем вот эту руку, мы поймем, что здесь, конечно же, ощущений чувствительности сейчас очень мало. Но что мы делали? Мы увеличивали сильно, по сравнению даже с другими воздействиями, другими упражнениями, мы сильно увеличили возможность наших нервных окончаний получать удовольствие. Потому что удар, он в отличие от огня, направлен на то, что нам нужно, на тактильность, а не на тепловые рецепторы. Во-вторых, он в отличие от точечного воздействия, как у нас были подобные предметы, воздействует на целую плоскость. Но самое интересное, вы поймете, что вот в этот момент ощущения, они притуплены здесь. Вы погладите себя подольше, и потом поймете, что вы уже не можете остановиться. На самом деле, пока вы себя шлепали, если минуты 2 хотя бы на это потратить. Да, все эти упражнения очень быстрые. Я о них говорю дольше, чем их сделать. Вы поймете, что, вам стало безумно классно себя трогать, и вы, по сути, не можете остановиться. Более того, я вам открою секрет. В основном люди, кто делал, зацикливаются на этой части, но она, напомню, не сильно чувствительная. А на самом деле в кровь впрыснулась часть гормонов, которые немного заблокировали боль. Да, вы можете, собственно, сразу без руки, сразу с ремнем начинать. Рука просто для того, чтобы вы научились еще рукой орудовать, то, что вам просто в сексе понадобится. Так вот, все эти гормоны впрыскиваются в кровь. Они не сюда впрыскиваются, не в руку. И вы ощутите, что теперь все ваше тело стало более чувствительным. Вот это упражнение, оно хорошо этим. Поэтому, говорю, вы не зацикливаетесь на этой части. Вы поймете, что вы, реально сложно остановиться, себя гладить. Просто потому что, сейчас тело очень восприимчиво к тактильному удовольствию. Итак, я вам рассказал 5 новых упражнений. Все это рассчитано на быстрое развитие вашей чувствительности, улучшение ваших прикосновений и повышение вашей тактильности. То же самое может делать второй партнер, партнерша, тем самым увеличивая свою часть удовольствий с прикосновений. Вот эти 5 вещей работают просто превосходно. Причем, заметьте, их 5. Вы можете делать их через день, и вы на это убьете 2 недели. И, в принципе, это все по 5 минут, это все очень быстро, и вы за месяц увеличите себе тактильность безумно сильно. Главное, не когда вы чувствуете, что я могу себя сильнее царапнуть и так далее. Вот этого не надо геройствовать. Так вы себе чрезмерную можете барьер настроить. Поэтому и часто с этим тоже не надо. Говорю, по 2 упражнения раз в неделю будет отлично и достаточно. Надеюсь, это будет для вас полезно. Обязательно очень советую это все попробовать, потому что с виду это кажется, что-то непонятно. Итак, с вами был Чалашев Сергей, магазин magic-one.me. Всяческих вам радостей.